Цифровой профсоюз водителей. 2000 резидентов. Более 20 тысяч долларов фонд. Присоединяйся. Мы своих не бросаем. Всем привет. И у меня сегодня недоброе утро, потому что я остаюсь без завтрака. Ну да ладно, это шутка, это временно. У меня закончился сахар, и поэтому я не могу пить ни чай, ни кофе без сахара. Но у меня на той стороне дороги есть моя волшебная заправка, где я беру бесплатное кофе. Поэтому я сейчас туда перееду, наберу себе кофе и поеду на загрузку. Вот. И там нас уже ждет загрузка с обеих сторон. Открыть полностью прицеп нужно будет. Вот. Загрузимся. И тема сегодня пойдет у нас о том, когда нужно одевать цепи, чем нужно руководствоваться зимой, какими я пользуюсь приложениями, как я смотрю погоду и так далее. И в конце видео сегодня я оглашу результаты розыгрыша, который проводился в четверг. Вот, я назову 3 имени, которые были первые, которые угадали мой вес, если таковы вообще есть. Вот. Ну, поэтому пока что стартуем. Так, пойду сейчас я уточню, когда меня будут грузить, сейчас или попозже, чтобы знать, когда мне позавтракать. Перед выгрузкой или после выгрузки. Полная экипировка должна быть на этой фирме. Очки, каска. Очки свои прозрачные, рабочие я почему-то не нашел. Пришлось взять солнечные.
Скажите, ну это за гранью дебилизма, вот если честно. Я понимаю, когда ты, блядь, загружаешься где-то в стрёмном месте. Здесь сейчас зачем мне нахрен очки и каска? Какая-то колхозная на 2 метра фирма, блин. Тут нужно... Сейчас я с той стороны им как открою, они охренеют. Сколько оттуда мусора вывалится. Я сейчас снимаю доски с этой стороны, чтобы мне, естественно, когда я перейду на ту сторону, было удобно. Не нужно было до них тянуться. И сейчас будет самое интересное. Сколько высыпется у меня мусора с этой стороны. И, кстати, где-то здесь должны сейчас упасть осколки вчерашнего горшка. Я, кстати, эту сторону еще в этом прицепе не открывал. И я могу представить, что с большой трудностью эта сторона будет открываться. Да. Значит, ремни мне нужно крепить по стандартному, то есть, ну, с учетом того, что выгружаться я буду только с одной стороны. Поэтому просто я, как обычно, их перекину. То есть сейчас вот этот ряд загрузят, потом здесь второй ряд и будут наверх ставить. И я буду уже потом крепить ремнями. Кстати, сегодня прохладно, 5 градусов тепла. Ну что, я вот уже загрузился, и как видите, ставили они еще на второй этот самый ярус. Итого 35 умножайте на 800, и вы получите мой вес этого груза. Да, нелегко. Ну и все, сейчас закреплю ремни, закрываю 2 стороны, завтракаю и мчим. Так, 29 600 у меня вышел вес. И сейчас выезжаем отсюда. Выскочу я на трассу и начнем мы с вами беседовать по поводу работы в Скандинавии. Что, как, зачем. Загрузка, конечно, не фонтан, но и не самая худшая, так сказать. Представьте теперь зиму, мороз, ветер. Минус 10 какой-нибудь мороз, ветрище. И вот вам надо разобрать этот тент. А ветер тент не потянуть. А если с 2 сторон, то тем более вы не сможете, в принципе, выбрать сторону, с которой вам будет удобней. Вот, и кажется, думаешь, ну, нафига тогда работать на тенте, лучше бы уже на рефе работать. Но работа на рефе зимой тоже не особо фонтан, потому что если вы загружаетесь напрямую на фабриках рыбу, в процентах 50 случаев вы будете загружать это сами. То есть вам будут ставить на прицеп, в прицеп палет, и вы будете по прицепу таскать этот тоже
нелегкие палеты с рыбой. Поэтому как бы здесь каждому свое, короче. Мне нравится все-таки на тенте тем, что это выходные, ты почти не работаешь никогда. И плюс самый важный для меня плюс того, что нету ночной работы. Итак, давайте по порядку. Начнем. Значит, что самое важное нужно знать перед тем, как вы едете зимой в Скандинавию? В общем, какая должна быть резина, цепи, когда их одевать, куда смотреть, где что читать и где брать информацию, в общем. С 15 ноября и по 31 марта нужны зимние шины. Это во всей Норвегии. А на севере, в 3 этих самых коммунах, губерниях точнее, с 1 ноября уже нужны. То есть и цепи, естественно, у вас все эти должны быть, и зимняя резина. И глубина протектора должна составлять минимум 5 миллиметров. Это тоже очень важно, потому что Норвегии на контроле проверяют толщину вашего протектора. Вот, глубину точнее. Поэтому не стоит на это ложить болт. Штраф получите моментальный, так как за несоответствие резины и так же, как и за отсутствие цепей. Требования к зимним шинам у вас должны быть обозначения М плюс С, М и так далее. И важное самое, у вас должен быть значок с 3 вершинами горы. Я вам пример постараюсь найти сейчас, вставить, как он должен выглядеть. У вас должен быть этот значок на резине. Значит, по цепям. Как я уже и говорил в своем видео, когда одевал цепи, цепей должно быть минимум 7 целых, не порванных цепей. Штраф за порванную цепь или за отсутствие цепи недостающей 1500 крон, то есть это 150 евро за одну. Кстати, за колеса примерно там, по-моему, то же самое выходит. 150-200 евро вам за одно будет колесо, которое не будет соответствовать, либо же не будет должной глубины протектора, либо оно будет не по зимним стандартам. Еще от себя хочу добавить, что у вас зимняя резина должна быть мягкая. Если у вас жесткая дубовая зимняя резина, то это говно, а не резина. Это привет передайте тогда своему работодателю. И, кстати, да, я посмотрю и потом расскажу, какая же у меня здесь будет зимняя резина. Пока что мне ее не ставили. Ну и мне ее в моем рейсе, скорее всего, и не поставят. Это уже в следующем рейсе, когда уже буду ехать, я с базы буду выезжать, проверять резину. Когда нужно одевать цепи? Ситуация такая. Здесь есть очень много факторов. И первый, конечно же, какая погода, какое покрытие асфальта, какой у вас вес, какая у вас резина и так далее. Самое, что простое могу сказать, если у вас 30 тонн веса, то или даже 25 тонн, то без вариантов, если вы идете на подъем, который заснеженный, либо же он подо льдом, то у вас вариантов вообще нету. Только одевать цепь. Как узнавать, как проверять? Во-первых, все уже давно забыли про такое слово, как рация в машине. То есть у всех она стоит, но ей никто не пользуется. Вот, поэтому включайте зимой рацию, чтобы она у вас работала на 13 частоте, все как положено. И спрашивайте, когда вы едете. Второе. Есть сайт. Самый основной сайт со всей нужной информацией. К сожалению, приложения по этому сайту нету. Сайт этот называется vegvesen.no. Я оставляю ссылку в описании. И сейчас вот я вам зайду просто и покажу, что же там вам нужно нажимать, чтобы все разобрались. Вот вы зашли, и у меня, то есть у всех, я думаю, на андроиде переводится текст с любого языка, так как здесь, на этом сайте, русского конкретно отдельного языка нету. Все, и мы нажимаем первое самое. Вот у нас, смотрите, сообщение о дорожной обстановке. Нажали, самое первое, и вот вам открылась карта.
И у вас внизу, обратите внимание, есть меню. Вы нажимаете на это меню, и информация на карте. И вот у вас здесь все есть варианты. Зоны отдыха, зарядная станция, там та-та-та-та-та-та. Вас самое интересует это дорожные камеры и метеостанции. И объявления о дорожной обстановке. Все остальное вам нахрен просто здесь не нужно. Для зимы, я имею в виду. И все, смотрите. Увеличиваете карту, у вас все камеры, все ограничения по всей Норвегии. Полностью по всей. Куда бы вы ни ехали, будет камера. Ну, по крайней мере, в каком-то ближайшем районе, а поэтому можно будет судить. И вот вы наводите, выбираете просто любую камеру, которая, то есть находите направление, куда вы едете, нажимаете на камеру, и вот вам, пожалуйста, информация. Значит, температура, скорость даже ветра, то есть, и картинка самой камеры. Картинки, посмотрите на время, они обновляются регулярно, то есть 5-10 минут, 15 минут, там, ну, где-то в глубинках, там, это может достигать, там, в зимний период, ну, максимум 30 минут. Но за 30 минут, ну, вот глобально ничего не поменяется в Скандинавии. Не верьте там в эти басни, которые травят, что в каждое там едешь, чуть ли не каждые 5 минут меняется погода. Да это глупости. У вас погода может меняться в зависимости от того, идете вы выше или ниже. То есть вы идете по берегу моря, например, конечно, у вас будет погода одна. Если вы идете в горы, у вас погода начнется другая. Конечно же, начнется снижение температуры и, вероятнее всего, будет снег. Это логично. Но если вы будете ехать по ровной дороге, никаких каждых 5 минут у вас не будет меняться погода. В общем, вот. Вы получили задание, смотрите, где у вас выгрузка, куда у вас ведет дорога, заходите, смотрите камеры, смотрите погоду. Отдельный сайт, по отдельно смотреть погоду, я оставляю ссылку в описании. Я пользуюсь только этим сайтом, это очень такой точный, более точный погодный сайт, это норвежский, конечно же, сайт тоже. В общем, хочу обратить ваше внимание на этот сайт, ur.no, значит, и здесь есть очень классная кнопка. На мобильнике то же самое, ребята, вы это все найдете. Горные перевалы. И здесь все перевалы Норвегии. В онлайн режиме со всеми ограничениями. Итак, давайте сразу вот найдем, например, десятка. Это у нас едем мы в Нарвик по десятке. Где у нас десятка вообще? 10, 10, 10. Надо искать циферку 10. Вот Бьернфель. Ограничений нету. Снег есть. Вот высота даже пишет. Ветры, температура. То есть это очень удобно. Нажимаем на картинку. Время видим. 12:21. 4 минуты назад было обновление. Дата сегодняшняя, 17 октября я дописываю это видео. Вот, все тоже, опять-таки, говорю, высота. И все, то есть ищите дорогу, по которой вы будете ехать, нажимаете и просматриваете. 13, 15, где у нас там? Вот. 15, значит, все камеры, оно показывает на этом участке маршрута тоже. Смотрим, зашли, посмотрели. Окей, отлично. То есть советую всем пользоваться этим сайтом. Вот, и, значит, по камерам, естественно, все, какие вам предложения там кто-то где-то предлагает, это все фуфло полное, потому что это является именно на Вегвесене официальные камеры. И, скорее всего, то предложение будет брать информацию с задержкой с Вегвесена. Понимаете? Поэтому пользуйтесь Вегвесеном. Да, немножко неудобно, что нету приложения, но ничего глобально проблемного я здесь не вижу в этом. Очень все быстро, когда у вас интернет есть, все работает четко. Итак, это одно. Посмотрели погоду, посмотрели дорогу, спросили по рации, как бы вот, вы уже информированы как-то. Ну, а дальше уже начинаем мы, естественно, смотреть сами. То есть мы едем где-то там, вроде бы более что-то менее. Хорошая вроде бы погода. Вес у нас, например, там, неважно, там 25 тонн у нас веса. И вот мы видим, что начинает идти снег, дорогу начинает заснеживать.
И здесь, конечно же, например, вы не знаете, да, региона, вы не знаете, есть ли там вообще гора или подъем. По этому моменту тоже заходите в Google, элементарно в Google Maps, да, увеличивайте карту, и у вас будет показываться, что вот, ну, я думаю, каждый различает. Я вам сейчас вот на примере, да, покажу, то есть. Итак, вот наша Google карта. Такая же и на телефоне, и также можно выбирать вид ее. Пожалуйста, можете выбрать и рельеф. Ну и в принципе в обычном свободном режиме она показывает вам по умолчанию, то есть в режиме все вам покажет. Так, я-то сейчас здесь, но вот наша Норвегия. И вот все, что вот это пятна, это все горы. Вот горы, 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 горы. Увеличиваем, едем мы. Горы, значит, идем мы вдоль гор, по горам. В любом случае мы понимаем, что будем прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. Можем переключить на рельеф. И у нас таким образом горы покажутся. Да, где-то вы напрямую пересекаете, где-то вы идете вдоль них. Но это ничего не означает, что вы их не зацепите. Ну и как мы видим, что Норвегия у нас вся, вот она, вся идет в горах. Везде здесь горы. Антибак-тахограф, датчик колейки – лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play и App Store. Одевать, не одевать, на самом деле каждый решает сам. Что я могу только вам посоветовать, то есть, если вы знаете, что у вас хорошая резина, вы знаете, что у вас там, как у вас едет машина и так далее, и средней сложности подъем, у вас поднимается ленивец до конца. Ну, я, посмотря, конечно, еще камеры, буду принимать решение, скорее всего, по факту. Если же я еду с максимальным весом перед подъемом, я уже повторюсь, наверное, да, что я цепи одену незамедлительно перед подъемом. То есть, когда одевать цепи, нужно оценивать полностью все факторы, все, что возможно. То есть, здесь нету какого-то такого одного влияющего фактора. Здесь будут все факторы. Ветер даже, то есть, ну, лед у вас это, или снег, сложность подъема, вес и так далее. Если вы тяжело идете, оденьте цепи, едьте спокойно, все. Если же вы едете по сухому асфальту перед подъемом, и вроде бы ничего не понятно, как оно, что оно, ну, конечно же, вы не будете одевать цепи, вы будете ехать, пока у вас не появится что-то на дороге. Это... Кто бы что там не умничал, да, реально, вот там, при рассказах, как он там круто где-то работает, как он одевает цепи. По факту все всегда едут практически до упора, пока ты в снег не впрешься. Да, то есть это реальность, я вам говорю, как оно есть. Если я лично про себя вот даже скажу, да, я еду, у меня 15 тонн, я в жизни цепи не одену. Серьезно, если я знаю дорогу и знаю, что там нету, например, крутого подъема вверх, там вообще очень крутого, с такими заворотами, я не буду не одевать никакие цепи, я буду ехать, я подниму ленивец, если он у меня поднимается. В моей фирме есть Renault, в которых ничего вообще не поднимается, поэтому там я уже тоже буду совсем, если сяду на Renault зимой, буду думать, как мне работать. Вот. А так, по факту, я реально цепи не одевал, когда у меня вес не превышал 15 тонн. Ни разу я цепи не одевал. Нет, вру. Да, однажды я одевал, естественно, заранее цепи, потому что я знал, что впереди подъем просто жесткий. Поэтому это была 13-я дорога, там, где-то, короче, там, неважно. И там вверх шел с такими заворотами один за одним, что у меня машина буксовала на цепях, на самых больших шипами цепях. У меня происходили пробуксовки на этих поворотах. И при этом вес у меня был очень маленький. Там тонн, наверное, 10 у меня было максимум. Вот. Поэтому, конечно, все нужно, вот это вот моменты все учитывать. И, конечно же, смотреть просто мои видео. И сейчас мы узнаем скоро, когда пойдет снег, как я работаю, как все будет происходить. Это один момент, когда мы выбираем сами, когда нам одеть эти цепи. Так? Я, если честно, даже не знаю, что вам еще добавить. То есть, главное, чтобы у вас было все подготовлено.
обязательно у вас должна быть подсыпка с собой. То есть я в каком-нибудь видео скоро, может сегодня, может завтра, я наберу себе этой подсыпки пару канистр. Они у меня будут стоять за кабиной на случай, чтобы где-то я мог подсыпать себе под колеса. Вот. Ну, а дальше все делаем. Главное, да, вот единственное, что совет дам, никуда не надо спешить, никого там, никакого менеджера не надо слушать. Вы делаете все аккуратно, продумав несколько раз, вообще стоит ли вам в данный момент ехать или стоит сейчас остановиться, сделать девятку и поехать потом. То есть зимой забываем про всякие спешки, гонки там и так далее. Это одно. Второе. Движение в колоннах, и вас могут обязать надеть цепи. Со мной такого не было, сразу могу сказать. Было единственное, да, было на севере, я ехал на Мехам, и, значит, ждал я, пока откроют перевал, и приехал тот самый, который чистил дороги, водитель. И он мне посоветовал, говорит, слушай, накинь лучше цепь, потому что я в тот момент был на двухосники. Вот. Да, я одел одну цепь, я две не одевал, я одел одну цепь, у меня вес был небольшой, и я нормально как бы проехал, без проблем. То есть посоветовали. Я слышал, ребята рассказывали, что, то есть стоишь ты в колонне, собирают они колонну и ходят каждому, говорят, одеть там, например, одевай все цепи, одевай там две цепи, одевай там только одну цепь, там, ну, в общем, ходит такая молва. Я лично с таким не сталкивался, но это вполне вероятно, что и то, как бы, это будет там не полиция какая-то там и не транспортники, это будут водители этих снегоуборщиков вам советовать, и они вас могут не допустить к движению, если вы не денете просто-напросто цепь. Стойте там хоть до посинения, до весны, вот, если вы не денете цепь. Он вас не пустит просто. Это его личное решение, потому что они ведут, они ответственные за данный участок дороги. То есть зимой немножко правила игры в Норвегии меняются. Самое главное становится на дороге — это снегоочистители и викинги. Вот. Поэтому транспортники, полиция тут уже никакой роли нигде не играют. Транспортники, вот эта служба вся Вегвесен, она вас контролирует на всех границах, на пунктах контроля и так далее. То есть проверяют ваши цепи, то есть вас могут попросить достать все цепи, показать все цепи. Целостность ихнюю также проверить. Так, ну, тоже с колоннами вроде бы, значит, сказал все. Следующий момент, значит, с какой же скоростью ехать на цепях? До 50 км в час. Это вообще. И, конечно же, опять-таки должно зависеть от того, снег у вас или лед. Тоже это две разные абсолютно вещи. Если лед, то я бы ехал бы, наверное, 30-40 км в час вообще. Если же снег, можно где-то пободрее ехать. Конечно же, если свежий, то есть падает, либо он укатанный, зависит от этого. Цепь должна прилегать плотно к колесу. Полностью плотно к колесу. Никого не слушайте, кто там рассказывает, что цепь должна быть приспущена или что-то еще. Нет, цепь должна быть у вас вплотную к колесу. Важный момент, я вот как обращал на это внимание, на вот эти перекруты, чтобы у вас не было перекрутов. Да, вы одели цепь, хорошо, окей, но у вас где-то в каком-то на моменте была перекручена. Вы начинаете ехать на цепях, перетянули их потом, но у вас где-то этот перекрут остался. Я вам даю гарантию 100%, что если вы проедете больше 20 километров на этих цепях и будете идти в подъем, у вас эта цепь порвется. Ну, железно она у вас порвется. Вот этот вот кусок в перекруте, вот он у вас и порвется. Поэтому обращайте на это внимание. И еще самое главное, если вы на цепях проезжаете какое-то большое расстояние, 100 километров, там, может быть 200 вы километров ехали на цепях, а то и 300, обязательно перетягивайте колеса. После того, как вы проехали на цепях, перетягивайте колеса. У меня был случай, и я потерял 2 ведущих колеса. Я не перетянул колеса после длительной езды на цепях, и 2 ведущих колеса у меня на ходу просто улетели. Ну, об этом как-нибудь в другой раз я расскажу. Цепи одевать, я думаю, тоже понятно, значит.
обстановка, ситуация, взвешенное решение. И еще немаловажно смотреть навстречу. Если вам едут машина за машиной на цепях, то стоит задуматься, наверное, что что-то впереди не так. И еще есть такой момент, если вы едете и обгоняете норвега, который стоит в каком-то кармане и одеет цепи, подумайте тоже об этом, что не просто так он стоит их одеет. Возможно, он знает больше, чем вы. Может быть, у него есть там телефоны, кто там работает, карифаны какие-то, да, там на снегоуборщиках, он им позвонил. И они рассказали, что там жопа полная на перевале. Поэтому я, в принципе, так и поступал несколько раз. Я видел, что норвег одеет цепи, я останавливался, я одевал их тоже. И, в принципе, это было верным решением. Когда цепи снимать, вот здесь тоже момент. Не стоит их снимать заранее там, или там при первой возможности. Снимайте, когда вы доедете до полного асфальта. И посмотрите, и будете уверены в том, что впереди уже у вас нормальные погодные условия. Потому что я тоже так снял один раз заранее, и вот ситуация у вас сейчас на экране, какая произошла. О ней, если кому-то интересно, я расскажу более подробнее, как все это происходило. У меня есть короткое видео, я тоже ссылку оставлю в описании. Вот. Но там не полная ситуация, это как бы уже была середина. Это была даже, да, не начало, не конец, а середина этой ситуации. Если интересно, то тогда пишите в комментариях, и я расскажу про эту ситуацию. Поэтому уже выехали на асфальт, сняли спокойно цепи и поехали. Есть такие ситуации, когда вы едете в подъем, и у вас, например, вы на цепях, и у вас есть несколько там тоннелей впереди. Здесь такой момент. Длина тоннеля. Если тоннели там, ну, я не знаю, конечно, это лично сейчас мое мнение. Если тоннель до 2 километров, цепи я не буду снимать. Я аккуратно снижу скорость вплоть до 20-10 км в час, и я проеду этот тоннель. Но если же тоннель там 7 километров, 8-10, да, 15-20, ну, тут, ребята, конечно, нужно снимать цепи. Если вы их не снимете, во-первых, вы их сотрете, вы их порвете, и вы расхерачите себе всю резину. Вот это будет такой результат. Вот, поэтому я советую всем, кто планирует работать на Скандинавии, что работу нужно начинать с весны или с лета, чтобы вы успели ознакомиться с дорогами, со сложностью рельефа и с особенностями вообще трафика в Норвегии. Ну и, конечно же, больше информации, более что-то подробное, интересное в моих видео ближайших, потому что всегда лучше что-то рассказывать, когда это происходит по факту, на реальных примерах это показывать. Я вас уверяю, это я все покажу и расскажу, как это все будет происходить. Более подробно где-то я, если найду, про викинги поговорим вообще, как они работают, сколько стоит это за разные, то есть, ну, какие я знаю ихние расценки. Но вот Педрило поехал на желтой машине, потому что он очень близко ко мне прижимался. То есть у него было с водительской стороны около 1,5 метра до отбойника, или 2 даже. И он вплотную проходил возле меня. Козлина. Ну, не о нем. Вот, в общем, что буду вспоминать, то буду рассказывать. Опять-таки, пишите еще комментарий, кому что непонятно. И также по этой схеме будем мы всегда работать. Пишите, я отвечаю вам на следующей неделе в видео. Вот, и будем так вот налаживать общение. Так, а мы подъехали к... Пересекает этот паром Хортенмос Ослофьорд. Так, что тут происходит у них? Одна полоса закрыта почему-то.
Ремонтирует асфальт, да? Так, Осло-Фьорд у нас пересекает, то есть варианты у нас соединения дорог шестерки, 18-ки, либо через вот этот паром, либо же через тоннель. Осло-Фьорд туннелен, который один из глубоких тоннелей в Норвегии. Но на нем там ограничения по весу, по времени. Да, кстати, я забыл, наверное, точнее вообще сказать, что я везу в этих мешках. Значит, у меня мелкозернистый кварцевый песок. Используется он для стыковки и фильтрации воды. Вот так. Вот мне просто интересно, на какое количество воды мои 30 тонн этого песка. Так, ну что, пойдем на экскурсию. Погодка хорошая. Вот так. Да, тут хоть побольше можно где-то походить. Вот еще один стоит у нас на обслуживание. Тоже, кстати, надувная спасательная шлюпка. Спутниковая система их, или что это, метеорологическая. Кстати, интересно здесь, что можно выше подняться. Я раньше такого, если честно, не помню, чтобы было открыто. Поэтому я иду везде, где открыто. Какие стоят местных жителей. Транспорт. Ved en evakueringssituasjon må alle forholde seg til sikkerhetsinformasjonen som blir gitt over høyttalere, og følge anvisninger fra skipet. В общем, еще один день долой. До выгрузки мне осталось 60 километров. Завтра это я с утра поеду. Вот, а сейчас приехал на стоянку и думал, что меня на 5 евро нагрели. Но нет, все оказалось правильным и честным. В общем, пришлось мне ехать на платную стоянку. Стоимость ее 100 крон шведских, то есть 10 евро. В эти 10 евро включены 5 евро на ресторан и 2 евро на душ. То есть получается, типа, по факту стоянка стоит, сколько остается? 3 евро. И пошел я в ресторан. Такую вот мне дали табличку. Это на паркинг, чтобы штраф не повесили. Пошел я в ресторан и не взял я с собой телефон. Только взял, естественно, с собой карточку и вот этот вот скидку на 5 евро. И что-то меня смутило, когда она пробивала, высвечивалось 10 евро. Ну, то есть 100 крон высвечивалось. За порцию я взял пюре, рыбу, там, салат. И я задумался, думаю, почему же, где же скидка тогда? Но потом пришел в машину, проверил счет на телефоне, и да, все верно, у меня списалось 5 евро. И все, остался у меня еще душ, в который я пойду с утра.
потому что сегодня в душе я уже был. Вот такие вот дела. И пришлось мне купить сахар, так как я, дурачок, проехал сегодня нормальные магазины, и у меня даже в голове не было мысли, чтобы заехать и купить сахара. То пришлось мне 2 килограмма сахара купить за 3 евро 30 центов. Ну, это немножко дороговато. Дороговато, но не сильно как бы страшно. Так, в принципе, где-то килограмм сахара стоит от евро. Ну, евро 20 в среднем, где-то так. Где-то я еврик, короче, я переплатил. Вот. Ну, когда голова не работает, то приходится переплачивать, что делать. Но, ребята, хватит, наверное, разглагольствовать. Переходим к розыгрышу. И я вам показываю результаты. Кто же победил? Итак, друзья, вес не угадал никто. И вот он на вашем экране. 31 тонна 700 килограмм. Но очень два близких варианта. Итак, внимание. Денис Савкин 31 800. И Ольга Мельникова 31 600. Итак, это два победителя. И есть третий, который был также не очень далеко, приблизительно. Это у нас Ольга Розова. Вроде бы всех правильно читаю. Ольга Розова. И ее результат был 31 тонна. Поэтому те, кто сейчас вы видите на экране, имена, свяжитесь со мной по почте или в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и напишите мне свой полный адрес, где вы проживаете, чтобы я смог вам выслать ваш сувенир из Норвегии. Мои поздравления победителям. Ну вот, а вес рассчитывался, то есть трехосный тягач, он тяжелее, чем двухосный. Плюс снаряжение, которое есть, цепи, там, замки, ремни, баки с топливом и с AdBlue. Вот. И поэтому вот вышел вес 31 700. С вами был Федор. Всем удачи. До завтра. Пока.